Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 4 декабря и поговорим о новолунии. Что это за новолуние в первый зимний месяц, что ожидать от него, как мы можем заложить основы на следующий 2022 год, что обязательно нужно сделать в этот день, на что обратить внимание, на какие сферы в своей жизни, а также поделимся с вами определенными практиками на привлечение достатка и прибыли в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, 4 декабря, друзья, суббота, и в 10 часов 45 минут по московскому времени состоится у нас первое зимнее новолуние. Пройдет оно в знаке зодиака Стрелец. И это будет благоприятный день для людей, которые обладают смелостью. Это люди инициативные и с высокими амбициями. Если бездействовать, то знайте, что ничего в вашей жизни в таком случае не случится. И еще примечательно то, что именно это новолуние совпадает и с другим астрономическим явлением. Это полным солнечным затмением. Но более детально мы озвучили уже на нашем канале. Переходите и смотрите. Очень много полезной и важной информации. А новолуние, которое мы с вами будем 4 декабря встречать, называют суперноволунием. Это когда Луна во время движения находится на максимально близком расстоянии от Земли. Конечно же, люди не смогут увидеть данное явление, но в этот день появится отличный шанс наблюдать за чистым ночным небом, если, конечно же, позволит погода в вашем регионе. И с этого дня и до полнолуния вы можете прояснить новую главу в своей жизни. Вы можете найти вот ту правду, найти те знания, а также подумать насчет своих убеждений. Однако могут возникнуть и некоторые беспокойства, безрассудные действия и потеря контроля. Плюс в повседневности придется внести некоторые изменения. Чем же интересно это новолуние, которое нас всех ожидает 4 декабря? Особенно оно тем, что совпадает с полным затмением Солнца, которое состоится в 9 часов 34 минуты. Затмение закроет так называемый коридор затмений, который открылся 19 ноября лунным затмением. В этот период может ощущаться нехватка энергии и проблемы с самочувствием. Рекомендуем всем до 4 декабря освободиться от всего лишнего и от всего старого. Также вы можете загадать желание или запланировать что-то на будущее. Пересмотрите и переосмыслите жизненную позицию и попросите обязательно подсказку у Вселенной. Новолуние подходит для решения любых текущих будничных вопросов, которые не будут требовать от вас много времени и энергии. Желательно дни новой луны провести в одиночестве, в рассуждениях и в понимании того, как вам дальше быть и двигаться. Кроме того, на период с 3 по 5 декабря мы рекомендуем не планировать никаких важных дел и начинаний. Переговоры, деловые встречи, операции с крупными суммами, также смена места работы, какие-то масштабные проекты, ремонт, переезд лучше отложить на более благоприятное время. В новолуние у многих людей может проявляться раздражительность, нехватка энергии, однако не следует давать волю негативным эмоциям. Для того, чтобы благополучно пережить сложные дни и вступить в новый лунный месяц полностью обновленным. Новолуние в знаке зодиака Стрелец, которое пройдет 4 декабря, затронет разные сферы человеческой деятельности. И обращаем внимание, что период будет особенный. Также Луна в знаке зодиака Стрелец поможет решительным, амбициозным людям, которые не боятся рисковать и готовы реализовывать все свои мечты.
все знакомства окажутся достаточно полезными. Но тут помощь нужно принимать обязательно с благодарностью. 4 декабря ни в коем случае не давайте пустые обещания, переоценивайте, не стоит сегодня и 4 декабря переоценивать собственные силы, иначе вы можете кого-то разочаровать. Также острые предметы, колючие, режущие использовать нежелательно, можете получить серьезную травму. Новолуние людей может беспокоить бессонница и обостренные хронические заболевания. Далее настроение. Что касательно настроения, то новолуние в знаке зодиака Стрелец придаст людям моральных сил и воодушевления. Не будет возникать чувство одиночества, и наоборот, люди будут думать, что они сплоченные, и все у них будет получаться. День сам по себе, 4 декабря, достаточно хороший. Обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Стрелец зарядит энергией, поэтому это время, когда можно продвинуться и по карьерной лестнице. Ну а чтобы добиться любого успеха, нужно быть напористыми и обязательно уверенным в себе и в своих силах. Также старайтесь наладить партнерские отношения. Что же касательно денег, то у людей появится возможность устроиться на работу или где-то подработать, поэтому не упускайте этой возможности. Далее, друзья, так как мы уже сказали о том, что новолуние будет в знаке зодиака Стрелец, давайте поговорим о том, что же нам даст это новолуние. В какой-то степени эта энергия будет у нас амбиции, расширение горизонтов и рамок нашего мировоззрения. Стрелец знает, что мир большой и в нем есть множество возможностей. Конечно же, очень важно, чтобы люди ставили перед собой цели, которые будут соответствовать истинным ценностям, постоянно расти и развиваться. Поэтому 4 декабря садимся писать цели, планы, задачи на следующий 2022 год. Особенно в те, которые вам сейчас очень даже сложно поверить. Расширяем свои границы и представления о своих возможностях. В вашем списке должно быть минимум 12 пунктов. И под каждым желанием обязательно пропишите по 3 шага, которые приблизят вас к вашей цели. Также в это новолуние уделите внимание обучению, наставничеству, учителям, уделите внимание духовному развитию, а также повышению своей экспертности. И не забывайте, что чтобы новое пришло в вашу жизнь, для него стоит освободить место. Поэтому перед написанием списка ваших желаний, ваших хотелок, сначала сделайте расхламление своего пространства. Обязательно выкидываем все ненужные вещи. Почистите телефон от старых фотографий, от старой информации, от тех контактов, которые вам не нужны. Если вы работаете в офисе, наведите порядок у себя на рабочем столе и в компьютере. Обязательно. Потому что сейчас время, когда для реализации истинных целей будут действительно приходить возможности. Но здесь очень важно, чтобы вы были открытыми, и тогда у вас действительно все будет получаться. И в это новолуние, которое будет в знаке зодиака Стрелец, вы можете провести практику на привлечение изобилия и достатка в свою жизнь. Поэтому уже после новолуния, то есть уже после 4 декабря, во второй половине дня уже можете приступать. Итак, вам понадобится одна денежная купюра. Она может быть любой, но нужно сделать так, чтобы на этой денежной купюре были, желательно, чтобы не было цифры 1 и с нулями, то есть 100, 1000 и так далее. То есть все другие купюры нам подойдут для проведения этой практики. Далее мы уже с вами во второй половине дня выбрали эту банкноту, а уже вечером, когда месяц зайдет, мы его с вами не будем видеть, потому что у нас новолуние. Нужно протянуть будет эту нашу банкноту Луне и сказать следующие слова. Даю купюру с 1 нулем, прошу нулей добавить больше. Или другие можете сказать слова. Прошу нулей добавить 2, 3, то есть и так далее. То есть можете до 12.
И чем дольше вы будете стоять под лунным светом, тем больше нулей вы можете выпросить. Главное не попасть под отблески рассвета. Тогда обряд точно у вас не подействует. Вот, друзья, у нас с вами такое будет прекраснейшее новолуние, которое вы можете использовать для себя.